Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня очередной хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Ну и как вы уже видите, сегодняшний свой влог я начинаю с раскраски Виктории Дорофеевой «Тайны стихий. Земля и огонь». Это уже было при покупке, потому что я покупала на книжном складе. Вот. С того момента, как я купила эту раскраску, у меня здесь только одна еще иллюстрация сделана. Ну, я ее купила... В общем, я не помню, когда я была крайний раз на складе, но начала ее в мае. Она какое-то время, наверное, полежала, я так понимаю. Вот эту иллюстрацию я делала. Мне раскраска очень нравится, я сейчас так ее тоже листала. Думала, что пораскрашивать. Я когда смотрю на эту иллюстрацию, мне сначала кажется, что кот, ну или кошка смотрит в окно, и потом только я вижу, что это вообще-то огонь, видимо, камин, что-то такое. Вот, я подумала, может быть, эту иллюстрацию раскрасить, но с другой стороны, огонь больше подошел бы на осень, на зиму. Вообще для меня, ну, я раскрашиваю, могу и осеннее, и зимнее пораскрашивать летом. Ну и все в таком духе, ну, не знаю, в общем. Конечно, сейчас бы вот такое красить. Ну, я еще листала тут. И, наверное... все-таки раскрашу грибы. Вы знаете, я грибы раскрашивать люблю. Я, правда, не знаю, каким еще цветом. То есть, может быть, это будут какие-нибудь красные, коричневые, а может быть, синие, например. Но, с другой стороны, синие я делала, красных тоже много. Может быть, это будет что-то в коричневых таких тонах, скорее всего. Вот. Раньше я уже говорила, меня такая рисовка пугала, но сейчас мне она нравится. И вообще, я не знаю, как-то сидела и с таким удовольствием перелистывала эту раскраску. Она до того классная, мне и формат нравится, и все, я вот уже как-то, да, ну вот когда планы на месяц снимала, говорила, что прям вау, и сегодня я ее от начала до конца пролистала, внимательно все посмотрела, потому как, ну очень крутая. Вот. И еще одна часть тоже мне безумно нравится. Ну и может я их буду какое-то время в планы все-таки не чередовать, а как в этом месяце и ту, и другую ставить, ну, потому как пока хочется раскрашивать, ну а раз хочется, значит, надо пользоваться моментом. Сейчас я достану карандаши, которые буду использовать. Начну я, наверное, с грибов. Ну и, соответственно, к вам вернусь, покажу вам процесс, какую-то его часть. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной. Так, начну с самого светлого. Что-то я как-то сейчас так посмотрела. Шляпки вообще тут мало красить. А у меня как раз настроение заморочиться. Шикарные карандаши, но, знаете, вот... во многих раскрасках они лучше ложатся, чем здесь. То есть я не могу сказать, что они ложатся плохо, но все-таки какая-то бумага, вот, либо этот конкретный лист, либо бумага, потому что я не помню уже свои ощущения от раскрашивания той иллюстрации. Вот, но здесь мне кажется, что дервенты, например, ложатся хуже чуть-чуть. В любом случае не надо нажимать, но вот мне так показалось, что что-то не то с бумагой.
Не, ну, конечно, знаете, еще не факт. То есть я ее листала неоднократно на складе, наверняка тоже кто-то листал. И приехала она, скорее всего, из какого-то магазина, где ее тоже листали. Может быть, просто листы как бы так затираются. Хотя все иллюстрации чистые. Вот. Ну и я, например, как бы не пользуюсь кремом для рук перед раскрашиванием. То есть тут у меня стоит на столике крем, но я им пользуюсь уже потом. И вот, кстати, серый карандаш, я всегда эти мастер-класс, ну, «Белые ночи», которые я всегда очень хвалю. Но здесь они прям вообще... Нет, ну, как бы, я, честно сказать, я и не нажимаю сейчас. У меня какое-то такое, знаете, настроение, когда, ну, не хочется нажимать на карандаши, а иногда, наоборот, как-то вот даже вроде стараешься не нажимать, а прям нажимаешь силой. Вот. Но я вижу, что, опять же, здесь супер, вот эти супер, казалось бы, мягкие карандаши, но ложатся тоже не очень, даже еще, ну и, понятное дело, еще хуже. Странно. Дело не спеша продвигается. Раскрасила еще один гриб. Ну, вообще... Я потом, может быть, ножки как-то что-то еще добавлю, а может быть, будет побольше лавандового цвета, возможно. А может быть, добавлю, который... Ой, наверное, yellow охра, может быть, или браун охра, что-нибудь из этого. Ну, не знаю, я пока раскрашу все грибы, вот именно так, а потом что-то еще здесь уже будет понятно. Может быть, и так хорошо будет, а может, действительно, что-то можно добавить. Ну, я еще вот листочки начала раскрашивать, ну, чтобы повеселее так тут было. Хотя я грибы люблю красить, поэтому мне особо не скучно. Тем более у меня сегодня... Ну, такое, знаете, настроение, когда мне хочется что-то посидеть, понаслаивать, так вообще не спеша. А вот эти еще карандаши, вот они прям такие настраивающие на медитативный лад. Ну, потому что на них не надо не нажимать, рука не устает, и, в общем, очень приятно ими раскрашивать. Ну, результат, естественно, я покажу в конце месяца, чтобы было интереснее. Ну а сейчас я хочу показать, что я возьму завтра с собой на прогулку. Ну, на самом деле, то есть прогулка состоится не 100%, ну, то есть как бы, если вдруг будет какая-то плохая погода, я не пойду, ну, посмотрю. Но вообще мне очень хочется погулять после занятий, поэтому посмотрим. Пойду в свой любимый парк Ходынское поле, мне там очень нравится. Значит, я беру с собой такую папку. Здесь у меня кисточка, надо только налить сюда свеженькой водички. Я просто в Питере ей раскрашивала, поэтому вода уже там чуть меньше половины. Ну или может половина, но нужно долить, потому что вода хорошо поступает из резервуара, когда кисточка заполнена. Вот. Но вообще эта кисть классная, мне Оксана присылала, привет тебе, огромное спасибо. Вот. Это Дивента, которая... Ну, у меня здесь точилка, закладка, и я покажу, какие возьму с собой раскраски. Ну, это, в общем-то, я люблю раскрашивать фламинго. Мне ее дарила Виолетта. Огромное спасибо. И я люблю раскрашивать морских единорогов. Ее мне дарили Марина и Юля. Канал Маринины раскраски. Вот. Здесь я пока не выбрала, что буду красить. Пока еще, ну, подумаю. Там, возможно, под настроение выберу. Вот, обе раскраски у меня стоят по плану, поэтому будет как раз-таки хорошо.
погулять, походить, потом поваляться, пораскрашивать. Вот. И я люблю морских единорогов. Здесь мы красим вместе с как раз-таки Мариной и с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны под видео и в конечной заставке. Вот. И у нас, в принципе, уже так все распланировано. И в этом месяце у нас будет вот такая вот иллюстрация. Я хочу сейчас самого нарвальчика раскрасить каким-нибудь маркером, а уже вот это все я раскрашу на прогулке, если она состоится, или уже потом дома. Вот. И сейчас я еще покажу, какие я возьму с собой карандаши. Карандаши у меня будут, в общем, стандартный набор. Возьму с собой акварельные Vista Artista. Обычно в общем, они у меня такие именно на прогулку. Хотя у меня есть еще маленький тоже набор 12 штук Монделузы, но я как и большим, так и маленьким дома с удовольствием пользуюсь. Нет, эти тоже очень хорошие, ничего не могу плохого сказать. Просто, знаете, мне ими нравится пользоваться и без размытия, и с размытием. Вот, поэтому возьму с собой. Вот. А эти, понятное дело, Берлинга пастельные, потому что как раз-таки для таких миленьких раскрасок идеально подойдет. Кисточкой, если что, можно будет размыть. В принципе, наверное, из канцелярии это все, потому что, я так думаю, взять с собой раскраску, которая АСТшная такая, по номерам. Но думаю, что не возьму, потому что, этого вполне достаточно для прогулки будет. Нет, если возьму, то, конечно же, я там буду снимать, я вам покажу. Если решусь взять, то еще возьму с собой тогда фломастеры от марки «Каждый день». У меня наборы 24 цвета, поэтому, в общем-то, просто тогда положу с собой. Ладно, я сейчас подберу какой-нибудь маркер, который будет подходить. Наверное, что-то тоже будет такое пастельное. И потом вернусь, покажу вам немножко. Процесс раскрашивания громко сказано, что там его закрасить. Все-таки. Что, я, в общем-то, подобрала 2 маркера. Один я взяла Мазари, а второй из нового набора 80 цветов, где. Взяла я один и тот же оттенок, 25-й, Salmon Pink. Вот, я думаю, видно. Почему выбрала именно их? Мне просто понравился сам по себе цвет. Но почему 2 одинаковых? Кто смотрит видео постоянно, мои знает, я рассказывала, что у маркеров одинаковые номера, одинаковые названия, но цвета отличаются. У новых маркеров оттенки более пастельные, а у Мазари более яркие. Но при этом, что касается как раз-таки вот такой нежнятинки, все наоборот. В новом наборе это более яркий цвет, у Мазари более нежный, более пастельный. И, соответственно, они просто будут друг друга дополнять. Мне хочется, чтобы единорожка была такая нежненькая. В общем, я даже, наверное, не буду это делать на ускоренном режиме, сделаю прям вот сейчас как есть, потому что, тут дело быстрое. Фон на прогулке я делать, скорее всего, не буду, уже приду потом домой, сделаю. Так, значит, надо взять Мазари, и я раскрашу саму единорожку. Вот как раз цвет очень-очень нежненький такой. Я просто вообще, сказать по правде, и особо и не выбирала оттенки. Я просто сразу решила, что будет, наверное, что-то максимально такое нежное-нежное. А это
как раз подходит. Хотя у меня есть более светлые, но более светлые брать не стала, потому что некоторые практически, знаете, на бумаге и незаметно. Такое тоже имеет место быть. Ну и плюс еще, чтобы я смотрела, чтобы один и тот же номер был и в том, и в другом наборе. Потому что все-таки мазали-то у меня 48 цветов, а новый 80. Поэтому, да, нужно вот еще было это учесть. Ну вот мазали потихонечку, так подсыхает этот маркер. Ну еще на какое-то время хватит, тем более я эти оттенки, они хоть, в общем-то, как по мне, все равно всегда максимально ценные. Но я их не так часто использую, потому что и лица редко крашу, ну и вот. А, еще вот здесь надо раскрасить. Ну и теперь из второго набора раскрашу брюшко. Вот видите, есть разница. Вот. Щечки. Вот здесь. И вот тут. Здесь я, наверное, может быть, металлик добавлю. Что-нибудь с блестками. Ну вот, первое, что прям схватило здесь с полки, это Giotto Turbo Glitter. Знаете, я их терпеть, в общем-то, не могу. Отвратные фломастеры. В наборе мало цветов. Они сначала кляксы делают, потом просто высыхают. Ну вот есть долгожители. И здесь как раз-таки вполне можно использовать. В общем, как-то так. С обратной стороны получилось. Сейчас маркеры положу на место. Мне просто не хочется их с собой таскать. Не вижу в этом особого смысла. Так, блестки-то интересно видны, не видны. Сейчас смотрю. Ну, а тут шиммер прям совсем мелкий. Тут чем больше подсыхают фломастеры, тем меньше этих блесток заметно. По первости, да, было видно. Единственное, слушайте, смотрите, видите тут? Что? Я только не поняла, я как-то не заметила. То ли это отсюда пропечаталось? Ну, вряд ли, потому что я как бы тут даже съехать не могла. Скорее всего, это вот отсюда надо будет протереть. С другой стороны, это ж вроде как маркеры. И не должны бы они так. Да. Ну вот, с одной стороны, да, как бы идея подкладывать что-то подобное хорошая. Но, может быть, я вот в Питере, знаете, подкладывала файл для там вот, бумаг, да, для документов. Мне даже кажется, наверное, я буду теперь так и делать. Ну, потому что как бы файл у меня в большом количестве, чтобы использовал, испачкал и как бы выбросил. Нет, ну это, наверное, не экологично, конечно. Ну, все-таки, потому что, ну, а вот это вот, я не знаю, вряд ли это сотрется, потому что работу вот так вот пачкать тоже печалька. Так, собрала свою сумочку. Не, ну я даже когда собирала, думала, может, все-таки завтра зайти купить побольше. Не, ну вообще, наверное, зайду и куплю, потому что иногда хочется и формат раскраски А5 взять. Но, как вы знаете, что, в принципе, когда прикладываешь, а я даже сейчас, у меня, по-моему, тут есть раскраска, да, я ее еще не убрала на полку. Вот она подходит по размеру, и еще место как бы остается, но вот за счет вот этих вот моментов
А раскраска туда не входит. А мне иногда все-таки и такие хочется взять с собой, ту же самую АСТшную. А я, например, когда иду гулять, я беру, например, с собой там термос, еще что-то, и, ну, всяко может быть. Не хочется ничего попортить. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заглядывайте в Инстаграм 37, рыжие 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Всем пока-пока.